Андрей Чернышов, благодаря своей яркой внешности, харизме и актерскому мастерству, успешно покоряет сердца зрителей. В его фильмографии уже около 100 работ, и режиссеры продолжают приглашать артиста на главные роли в громкие телевизионные проекты. Несмотря на славу, Чернышов привык относиться к себе критично, как на работе, так и в личной жизни. В какой-то момент артиста окрестили секс-символом и сердцеедом. Но так ли много у него было женщин? Кто его жена и почему он долгое время скрывал свои отношения? Будущий актер появился на свет 3 февраля 1973 года в Киеве. Спустя 9 лет после рождения Андрея его семья переехала в Забайкалье. Отец работал директором школы, в которой учился сын, а мама – учительницей математики. В итоге сложилось так, что все детство Чернышов провел под надзором родителей. Причем в учебном заведении многие учителя плохо относились к старшему Чернышову, что сказывалось на табеле успеваемости его отпрыска. Дело в том, что родители мои, честные люди, занимались тем, чем и должны заниматься педагоги, и отец требовал того же от остальных. В коллективе возникло определенное число недовольных, строили козни, появился враждебный лагерь. Ситуация, что и говорить, потрепала нервы семье. А мне по труду поставили 4. Хотели хоть какую-то гадость сделать. Единственное, из-за чего расстроился, родители обещали, если получу золотую медаль, подарят мотоцикл, а тут не купили, сетовал актер. Отдушиной для Андрея стал школьный театр, поэтому никто не удивился, когда после получения аттестата он решил отправиться в Москву поступать в театральный институт. К сожалению, с первой попытки ему не удалось поступить ни в Щепкинское, ни в Щукинское училище, и молодой человек уехал домой. Однако он не сдавался, и чтобы не терять даром время, Андрей устроился подсобным работником в местный театр. Молодой человек с радостью выполнял все поручения, а когда у него появлялось свободное время, он наблюдал за постановками и старался узнать для себя что-то новое, тем самым получая опыт. В итоге через год он решил предпринять вторую попытку и снова поехал в Москву. И, наконец, на этот раз ему удалось поступить в театральный вуз. Чернышова приняли в училище имени Щепкина. После выпуска он устроился в Ленком. Молодому актеру повезло сразу же после института оказаться в одном театре с такими звездами, как Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Николай Караченцев, Александр Збруев и Леонид Броневой. Однако роли Андрею доверяли незначительные, и он постоянно играл в массовке. Дебют Чернышова в кино состоялся в 1994 году, когда он получил небольшую роль в фильме «Письма в прошлую жизнь». Затем последовали съемки еще в 2 картинах. В начале 2000-х его можно было увидеть в таких сериалах, как «Моросейка-12», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Крот», «Игры в подкидного», «Московские окна» и «На углу у Патриарших». Перелом в карьере произошел только после рекламы пива, которую часто крутили по телевидению в нулевых. В ролике актер говорил простую фразу «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?». Но именно благодаря этому видео его лицо стали узнавать прохожие и, конечно, режиссеры. Так Валерий Ахадов взял артиста в телефильм «Свободная женщина», что ознаменовало для Чернышова первую большую роль в сериале. Надо сказать, что Чернышов весьма разноплановый артист. Он играет не только положительных героев. Но каждый раз ему все равно удается создать образ обаятельного мужчины из-за своей природной харизмы. Благодаря сложившемуся амплуа романтического героя, Чернышову часто приписывали романы с его партнершами по съемочной площадке. Поговаривали, что Елена Корикова соблазнила Чернышова во время съемок сериала «Право на любовь». А когда он начал играть в телефильме «Общая терапия», то переметнулся к Анне Снаткиной. На смену последней якобы пришла Анастасия Цветаева. Затем распространились слухи о связях со Светланой Ходченковой и Натальей Громовой. Список можно продолжать до бесконечности, однако сам актер от комментариев отказывался, поясняя, что отношения – его личное дело. Коллеги шептались, что Андрей Чернышов специально поддерживал имидж холостяка, лишь бы не разочаровывать влюбленных поклонниц. «Я холостяк по факту, а не по убеждению. Всегда был уверен, что у меня будут жена и дети. Семья важна, но считаю, жениться надо раз и навсегда, как мои родители. Почему пока не складывается? Вопрос скорее не ко мне, а к высшим силам», – рассуждал артист. В редких интервью вплоть до 2016-го Андрей отмечал, что пока не нашел подходящую невесту. Как выяснилось позднее, Андрей лукавил. Около 10 лет он скрывал отношения с Марией Доброжинской. Первое знакомство со своей будущей женой произошло много лет назад. Андрей пришел в училище навестить своих преподавателей.
Сокурсницы открыто восхищались актером, и Добржинская оказалась чуть ли не единственной, кто сохранил самообладание, ведь в то время девушка была увлечена другим молодым человеком. А вот он говорит, что сразу выделил меня среди девушек в аудитории. Потом даже узнавал, кто это такая. Я в то время переживала свою первую большую влюбленность. Андрею так и сказали: «Даже не суйся, у Маши серьезный роман», — вспоминала артистка. Второй раз судьба свела их в театре. Андрей увидел Марию на сцене в спектакле «Чао». Коллеги стали приятелями и встречались все чаще, а спустя время поняли, что идеально подходят друг другу. Доходило долго, а потом раз — и будто накрыло. Убеждена, начнись наш роман сразу бурно, я бы Андрея не оценила, и сегодня мы не были бы вместе, резюмировала Добржинская. Препятствия даются не в наказание, а для того, чтобы жизнь в конечном счете сложилась правильно. 11-летняя разница с Андреем Чернышовым не помешала молодым людям общаться. Они всегда находили общие темы и интересы. Многие годы их роман оставался скрыт для посторонних. Пара не то чтобы скрывала роман от общественности, но не афишировала отношения. Тем более, что они не спешили, и их любовная история развивалась не один год. Андрей красиво ухаживал за Марией, и она до сих пор считает, что ее муж – настоящий принц. Зимой 2017 года влюбленные оформили свои отношения. Свадьба была скромной, на церемонии присутствовали только самые близкие люди. Немного позднее Андрей и Мария венчались в Греции, а медовый месяц провели на Кубе. Мне кажется, что это судьба. Ранее мы просто не были готовы к браку, не совсем понимали, что такое ответственность. Если бы мы поженились раньше, неизвестно, как бы сложились отношения. А так все получилось отлично. Никто не форсировал события, не тормозил их специально, пояснял Андрей. После свадьбы и венчания отношения пары только улучшились. Однако многих интересовало, легко ли Марии мириться с популярностью супруга, по которому сходят с ума сотни поклонниц. Подобные вопросы вызывали у актрисы лишь улыбку. Ловеласом Чернышов был только в кино. В реальности же он заслужил репутацию человека надежного и верного. Не собираюсь стучать по деревяшке, чтобы не сглазить. Такая цельность не может исчезнуть. Она – свойство натуры, уверена Мария. У Андрея был огромный выбор невест, но он предпочел меня. И я сохраняю уверенность, что мы на своих местах – мужа и жены. Единственное, чего не хватает семье для полной идиллии, так это наследников. Актеры надеются, что в скором времени эта ситуация изменится. Это ведь дар свыше, считает Чернышов. Посмотрим, как пойдет дальше. Мы будем только рады, но пока детей нет. Актер признается, что никогда не считал себя секс-символом. Более того, у Андрея не было многочисленных романов, да и в эпицентре скандалов он никогда не оказывался. Чернышов уверен, что его можно причислить к категории счастливых людей, ведь среди тысяч потенциальных претенденток на свое сердце он сумел разглядеть ту самую единственную. Андрей Чернышов – великолепный и талантливый артист, который всецело отдается профессии. У него в запасе еще много энергии и сил, чтобы радовать зрителей все новыми и новыми проектами и не останавливаться на достигнутом. Андрей, находясь в наилучшем моменте своей творческой карьеры, продолжайте радовать своих поклонников своей чувственностью и своим самовыражением. Не уставайте преуспевать и достигать успехов как личности, так и профессионала, которым вы являетесь.